Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня будем шить красоту необыкновенную, а перед этим займемся небольшим исследованием. Что делают трехлетние дети, когда у них в руках оказываются новые игрушки? Правильно, разбирают их на кусочки, чтобы посмотреть, что там внутри. А что делают взрослые тетеньки, когда у них появляется новая швейная машинка? Правильно, разбирают ее на кусочки, проверяют ее ход, пробуют все строчки. А блогеры заодно еще и видео снимают, чтобы всем подписчикам показать новое приобретение. Смотрите, внутри стальная станина. И все видимые детали тоже металлические. Полюбовались. А теперь будем знакомиться. Швейная машинка Некки 2334А. Это итальянский производитель швейных машин. Солидная, известная фирма. В 2019 году отмечала свое 100-летие. Именно к этому юбилею и выпустили эту прекрасную модель. Машинка, доступная по цене, выполняет 34 швейных операции, в том числе и прямую строчку, и 14 видов декоративных, и автоматически прошивает петлю. Для бытового использования большего-то и не надо. Главное, чтобы она была надежной и простой в эксплуатации. В принципе, все швейные машинки похожи. И если вы знакомы с одной, то легко справитесь со всеми другими. Но в комплект входит очень подробная инструкция, с помощью которой даже новичок совсем разберется. Для начала намотаем на шпульку нитки. Это все делается легко, автоматически. Заправим нижнюю нить. Все делаем до щелчка. Верхнюю нитку также легко заправить. Чтобы не запутаться, на корпусе нарисованы стрелочки обозначения. Когда заправили верхнюю нить, подтягиваем и вытаскиваем нижнюю. Все нужные аксессуары, лапки, запасные шпульки, распарыватель, щеточка, масло, отвертка, входящие в комплект, находятся в съемном столике. Сразу же проверим строчки. Сначала прямую, потом и декоративные. Красота! Кстати, ход очень мягкий, но мощный. Очень легко управляется с помощью ножной педали. Кстати, приобрела еще и набор дополнительных лапок на все швейные случаи. Здесь есть и шагающая лапка, верхний транспортир, и вышивальная лапка. Приступим к испытаниям новой помощницы. Синьорита, я влюблен. После предыдущих проектов у меня остались полоски ткани. Они все примерно по 5 сантиметров шириной. Конечно же, этот блок можно шить и без основы. Но вы же догадываетесь, что лень – это двигатель прогресса. А тем более, если есть в распоряжении кусок клеевого флизелина, то просто грех этим не воспользоваться. Ширина флизелина 90 сантиметров. Отрезала полоску длиной 21 сантиметр. С ней и будем работать. Посередине нарисуем линию. Работу начинаем с квадрата. Вернее, нам нужна деталь с прямым углом. Ее мы укладываем по центру, так, чтобы прямой угол ровно лежал на вспомогательной линии. Фиксируем этот квадрат булавочкой и начинаем пришивать первую полоску. Выровняем по одной стороне и прокладываем строчку. Ткани расправляем, сгиб можно прогладить ногтем. И сразу же, ориентируясь на края заготовки,
можно отрезать лишнюю ткань, а потом прикладываем и пришиваем следующую полоску. Как мне сказали мои домашние: «О, ты шьешь следы от протектора, от трактора». Этот способ лоскутного шитья называют и елочкой, и заборчиком, и плетенкой. Если не знаешь, как он шьется, то можно и запутаться. А на самом деле все достаточно легко и просто. Самое главное, полоски должны быть прямыми, параллельными, а место пересечения, угол стыка, должен лежать на нарисованной центральной линии. Конечно же, цвет нашиваемых полосок, их последовательность вы решаете сами. Можно сделать чередование: темные, светлые, в виде стрелочек. Но мне захотелось посмотреть, как будет выглядеть это полотно, если с одной стороны нашивать светлые, розово-красные цвета, а с другой сине-зеленые. Любим экспериментировать. Настоящая рукодельница никогда не скажет, что у нее что-то не получилось. Она воскликнет: «Надо же, как интересно вышло!» Конечно, совсем не обязательно шить такую длинную лоскутную полосу. Можно нашить несколько коротких, по 30-40 сантиметров длиной, и сшить их в одно полотно. Тогда точно получится и елочка, и заборчик. Когда заполнили всю основу, ткани тщательно проутюжим, проклеим, приклеим их к клеевому флизелину. А потом остается только по линейке выровнять края и отрезать лишнюю ткань. И получилась красота красотеющая, прелесть прелестная. И что там еще? Чудо чудное, диво дивное. Скажу честно, мне так понравилось работать и с этой заготовкой, и с новой швейной машинкой Некки, что я не удержалась и в тот же вечер сшила очень красивую новую вещь. Но это уже совсем другая история. Ждите продолжения в следующем видео. А чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. В описании под видео вы найдете ссылки на все мои соцсети и на Дзен. В моих группах вы можете размещать фотографии своих работ, спрашивать совета, делиться опытом. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!